Глава 301. Снятие проклятия. «Не говори ничего, я уже все решил», — решительно воскликнул худощавый второй брат. Молодая женщина была в панике и тут же повернула голову к старику и юноше в просьбе о помощи. Переглянувшись между собой, юноша промолчал. Старик вздохнул и сказал: «Пятая сестра — это выбор второго брата». Он раскаялся за свои слова. Только так он сможет почувствовать себя более спокойно. Однако второй брат... Женщина все еще хотела продолжить оспаривать это, но второй брат вышел к Хань Ли и произнес тихим голосом: «Старший, пожалуйста, начинайте. Можете использовать меня как подопытного». Его слова звучали очень трагически. Однако то, что произошло дальше, обрушилось на них, как ведро с холодной водой. «Вы что-то не так поняли. Когда я согласился снимать ваши проклятия?» Ледяным голосом проговорил Хань Ли, в результате чего все четверо тревожно переглянулись между собой. «Если старший не собирался снимать проклятие, тогда почему вы изучили проклятие на теле старшего брата?» Оправившись первым от шока, поспешно спросил второй брат. «Разве я сказал, что я собираюсь удалить проклятие после того, как изучу его?» «Мне было просто любопытно», — равнодушно сказал Хань Ли. При виде равнодушного выражения лица Хань Ли, а также услышав его холодные слова, все четверо были ошеломлены. «Но разве старший не хочет получить от нас информацию? Если вы не удалите проклятие крови, как мы можем ответить на вопросы старшего?» Заикаясь, добавил юноша. Он совершенно не хотел упустить эту возможность из-под носа. Услышав это, Хань Ли бросил на него косой взгляд, а затем несколько раз рассмеялся и поднял голову к небу. Поскольку это был слишком очевидный вопрос, Хань Ли не стал на него отвечать. Четвертый брат, нет необходимости спрашивать об этом. Старший считает, что информация, которую он может приобрести у нас, не стоит того, чтобы обменивать ее на наши жизни. Таким образом, он не хочет действовать так легкомысленно. Проговорил темнокожий старик, показывая всем, что жизненный опыт, которым он обладал, нельзя было сравнить с взглядами юноши, который даже не понял, в чем суть дела. В таком случае, что хочет старший за спасение наших жизней? Мы просто хотим, чтобы вы сняли с нас проклятие, поэтому, пожалуйста, перечислите ваши требования. Мы выполним их по мере возможности. Продолжил старик. Хорошо. Поскольку вы сами это предложили, нет смысла ходить вокруг да около, смеясь, ответил Хань Ли. Со стороны всех четверых пленников Хань Ли выглядел очень темпераментным человеком. В результате чего они все больше его боялись. Мои условия очень просты. Если вы хотите освободиться от проклятия, вы не только скажете мне все, что знаете, вам также придется повиноваться моим командам и помогать мне реагировать на атаки этой группы. Я считаю, что они никого не отпустят так легко и все равно разыщут вас в ближайшем будущем. Однако, вам не нужно беспокоиться о том, что враг будет превосходить вас численностью. Я, культиватор долины Желтого Клена, прибыл в Юйцзин по делам секты. В любое время я могу запросить подкрепление. Так что вам не нужно бояться этих мерзавцев. Хань Ли любезно перечислил все свои условия и объявил свое происхождение. Именно этим он заставил их стать непоколебимыми в своих намерениях. Старший культиватор из долины Желтого Клена. Хотя старик давно догадался, что Хань Ли, вероятно, был культиватором из 7 сект, услышав это из собственного уст, на его лице засияла улыбка. Хорошо. Мы действительно не можем стоять в стороне, как и сказал старший. В конце концов, как только наше проклятие будет удалено, мы тут же станем их мишенями. Под защитой старшего мы будем в безопасности. Искренне ответил старик. Когда юноша и женщина услышали слова старика, они также согласились с этим. Было очевидно, что они доверяли старику. 7 сект были гораздо более мощными, чем те, кто поместил на них проклятие. Естественно, на них можно положиться. Однако худощавый второй брат был несколько не уверен в этом. Казалось, он хотел что-то сказать, но колебался. Если старший действительно способен удалить наше проклятие, у меня есть еще одна просьба. Надеюсь, старший согласится. После того, как темнокожий старик увидел реакцию второго брата, он тут же почтительно произнес эти слова. Хань Ли ожидал этого, поэтому равнодушно спросил: «И что же? Если это не слишком хлопотно, я готов выполнить эту просьбу». В этот момент Хань Ли действительно был готов согласиться на их просьбу. Наша третья сестра осталась дома в Юйцзине. Поскольку мы были схвачены старшим, мы не знаем, с ней произошло. Мы надеемся, что старший поедет и спасет ее, когда придет время, торжественно проговорил старик. Старший брат. Услышав это, лицо второго брата просияло благодарностью. Хорошо.
Поскольку вы все будете выполнять мои приказы, я, естественно, спасу вашего компаньона. Но сначала я должен срочно удалить яд, который находится в ваших телах. Иначе вы погибнете менее чем за час». После того, как Ханли согласился, он тут же сменил тему разговора и сказал то, что заставило всех четверых прийти в ужас. «Какой яд? Нам нужно, только чтобы вы сняли проклятие с наших тел». Выражение лица юноши сильно изменилось, и он в панике спросил это. Когда Ханли увидел, что юноша сомневается в его словах, он не рассердился. Вместо этого он объяснил им: «Когда я осмотрел проклятие крови, я обнаружил, что помимо него в теле вашего старшего брата находится смертельный яд. Этот яд не только сильно токсичен, но и очень неустойчив. Я считаю, что он очень быстро действует. К счастью, у меня довольно много опыта в детоксикации, так что мне не понадобится прикладывать много усилий, чтобы обезвредить яд в ваших телах. Естественно, если вы мне не верите, то можете подождать и проверить всего через час». Услышав слова Ханли, все четверо больше не смели сомневаться. Вот как. Теперь понятно, почему человек, который отдавал нам приказы, внезапно появился и предложил нам выпить с ним вина. Оказалось, в вине был яд. Мы думали, что раз в наших телах уже было проклятие, они больше не будут предпринимать против нас никаких действий. Кто бы мог подумать, что они окажутся настолько жестокими? Выражение лица второго брата было очень мрачным, когда он говорил это. Юноша и молодая женщина внезапно осознали произошедшее, а лицо старика потемнело. Казалось, он думал об этом и раньше. С тех пор, как Ханли решил взять 5 друзей с горы Мэн под свой контроль, он уже знал, что делать с ядом в их теле. Он в этот же момент достал из своей сумки для хранения белый и лазурный фарфоровый флакон и бросил их старику с темной кожей. «Эти пилюли могут рассеять большую часть яда, остальную часть яда вы можете уничтожить, медленно рассеивая свою ци по телу», — спокойно сказал Ханли. Темнокожий старик немедленно сделал так, как он сказал, и раздал остальным таблетки. Затем, без малейшего колебания, он первым проглотил пилюлю. Старик ясно понял, что если Ханли действительно хочет помочь им, он не станет обманывать их с противоядием. Зная это, он без промедления проглотил ее. Вскоре после того, как все приняли пилюли Ханли, они почувствовали сильную боль в животе. Лицо молодой женщины внезапно покраснело, она топнула ногой, встала на свой летающий магический инструмент и немедленно направилась на небольшой холм, который находился поблизости. Однако она все еще находилась под контролем Ханли, поэтому не могла улететь слишком далеко. В этот момент другие также поспешили найти укромное место, чтобы избавиться от остатков яда. Через мгновение все трое вернулись к Ханли с неловкими выражениями на лицах. Женщина также вернулась вслед за ними. «Хорошо. Теперь я начну снимать проклятие крови. Кто первый?» Незамедлительно спросил Ханли. Естественно, это. Пока второй брат собирался что-то сказать, морщинистая рука потянула его за руку. «Второй брат, у тебя все еще есть третья сестра. Поскольку у моего старого и утомленного тела нет способа войти в стадию заложения фундамента, я, вероятно, не проживу слишком долго. Так что я буду первым. В конце концов, у третьей сестры в животе твой маленький ребенок, и он нуждается в отце», — спокойно сказал темнокожий старик. «Старший брат». «Нет. Как я могу позволить?» Худощавый второй брат был тронут словами старика, но всеми силами, казалось, пытался переубедить его, качая головой так, словно бил ей в барабан. Когда юноша и молодая женщина увидели это, они также хотели предложить себя в качестве подопытных. «Не спорьте. Я буду тем, кто испытает на себе первым». Эта трогательная сцена преданности между братьями и сестрой, однако, не имела никакого отношения к Ханли, так что он просто не обращал внимания на это. На данный момент он с нетерпением жаждал проверить, сможет ли он снять проклятие крови. Если бы он не смог, все это было бы пустой тратой времени, и ему пришлось бы придумывать еще один план. Тем временем старик с торжественным выражением лица подошел к Ханли. Остальные обеспокоенно переглянулись между собой и уставились на старика и Ханли. Птыщ! Птыщ! Внезапно раздалась серия из 7 хлопков. Ханли взмахнул рукой, и тут же несколько солдат-марионеток появились позади него. Когда я начну разрушать проклятие, я могу ответить на внезапное нападение. Эти марионетки — всего лишь меры предосторожности. Они атакуют любого, кто приблизится ко мне ближе, чем на 30 метров. Так что вам всем лучше отойти подальше». Ханли намекнул, что не доверяет им, в результате эти трое отступили назад.
Глава 302. Контрмеры. Вечером Цинь Янь тревожно расхаживал взад-вперед по гостевому залу резиденции Цинь. В тот же день, немного раньше, слуга, которому было поручено пригласить Хань Ли, сообщил, что его нет. Казалось, Хань Ли не вернулся ночью. В результате Цинь Янь был обеспокоен не безопасностью Хань Ли, а тем, что его телохранитель внезапно исчез, не сказав ни слова. Разве мог его клан противостоять дьявольскому Да? Цинь Пин, пожалуйста, иди и посмотри, вернулся ли молодой мастер Хань. И тут же сообщай мне, если появятся какие-нибудь новости. С тревогой сказал Цинь Янь. Да, господин, ответил Цинь Пин. Затем он мгновенно выбежал из зала. С его точки зрения, казалось, Цинь Янь слишком сильно беспокоится о молодом мастере Хань Ли. Это выглядело так, будто его положение в резиденции Цинь должно было подняться в скором времени. Но, господин, прогулки юношей – очень обычное дело. Не нужно так беспокоиться. Хотя самая любимая третья жена Цинь Янь сказала несколько слов оправдания Хань Ли, в ее голосе явно звучало недовольство. Это не было неожиданностью. С тех пор, как Хань Ли прибыл в резиденцию Цинь, Цинь Янь всегда держал Хань Ли рядом с собой. Он больше не обращал внимания на остальных молодых мастеров и мадам клана Цинь. Среди них были и дети третьей жены. Она не могла не ревновать. ГМ. Женщина, да что ты понимаешь? Естественно, Цинь Янь услышал скрытый смысл своей третьей жены. Однако он беспокоился о жизни и смерти своего клана, в то время как эта женщина просто упивалась своей ревностью. Взглянув на нее, он больше не обращал на нее внимания. Отношение Цинь Янь, естественно, обидело третью жену. Однако она знала, что ее муж больше всего на свете ненавидит, когда женщины жалуются. Поэтому ей ничего не оставалось, кроме как подавить в себе свою обиду, так что она больше ничего не сказала по поводу Хань Ли. Но вскоре после этого Цинь Пин внезапно вбежал в зал радостным выражением лица. Более того, как только он вошел, он громко крикнул: «Господин, молодой мастер Хань вернулся». Кроме того, он привел с собой несколько гостей. Молодой мастер Хань надеется, что господин позволит им пожить в его резиденции. Когда Цинь Янь услышал это, он немного расслабился. Этот великий бессмертный внезапно исчез, не сказав ни слова, а теперь вернулся и привел с собой друзей. Однако Цинь Янь никак не мог ему возразить. Пока он был рядом, весь его клан был в безопасности. Так что пусть хоть 100 друзей с собой приводит. Поскольку это просьба достопочтенного племянника Хань, они могут остаться. Кроме того, не смейте пренебрегать гостями Хань Ли, сказал Цинь Янь, не тратя время на размышления. Выражение лица третьей жены тут же изменилось. «Как прикажете, господин?» Энергично ответил Цинь Пин и тут же выбежал из зала. «Господин, это неправильно. Наша резиденция Цинь — великий клан. Как можно быть таким неосторожным и впускать к нам совершенно незнакомых людей?» Третья жена не могла молча об этом. В этот раз она не имела в виду Хань Ли. Ее беспокоила ситуация в общем. Когда Цинь Янь услышал это, он был немного удивлен, но, немного поколебавшись, он махнул рукой и сказал: «Это не важно. Друзья почтенного племянника Хань Ли — наши друзья». На это третьей жене было нечего возразить. В этот момент Хань Ли сидел в кресле в своей резиденции. 5 человек стояли напротив него. Казалось, они говорили о чем-то, в то время как Хань Ли смотрел на них с задумчивым выражением на лице. В пустыне за пределами Юйцзин Хань Ли действительно смог снять с них проклятие. Затем он отправился туда, где они оставили женщину средних лет. Удивительно, но все это он смог сделать без малейшего труда. Все прошло очень гладко, поэтому Хань Ли также снял с нее проклятие и прибыл вместе со всеми ними в резиденцию Цинь. По правде говоря, хотя было бы лучше оставить их в другом месте, но Хань Ли не полностью доверял им. Только находясь под его пристальным взором, он мог гарантировать, что они будут сражаться на его стороне против этого сильного врага. В конце концов, чужая душа, потемки, хотя они могут быть ему благодарны сегодня и готовы рисковать жизнью для него, завтра они могут почувствовать, что их жизнь стоит намного больше, естественно, если бы он использовал свои собственные заклинания и яд, чтобы заставить их полностью подчиниться, в их глазах он бы ничем не отличался от предыдущего человека. Спустя какое-то время это бы наверняка ему аукнулось. Если Хань Ли произведет на них плохое впечатление, он не сможет их использовать. Глубоко в сердце у Хань Ли был совсем другой план. Если 7 сект действительно смогли бы противостоять вторжению в дьявольского Да, то он смог бы возобновить свою предыдущую жизнь, а эти люди помогли бы ему формулами таблеток и лекарственными ингредиентами. Таким образом, ему не нужно было тратить время на поиски материалов, и его темпы роста культивации бы намного увеличились.
Кроме того, хотя уровень культивации этих людей не был слишком слабым, но и не слишком сильным. Так что они идеально подходили для этого, и Ханьли не пришлось бы использовать постыдные техники, чтобы контролировать их силой. Однако Ханьли также знал по своему опыту, что без хорошего вознаграждения низкоуровневые культиваторы не будут постоянно выполнять его поручения. Кроме того, он не был в них уверен, так что ему было нужно проводить с ними больше времени. Однако, об этом решил подумать, когда придет время. Нам действительно очень стыдно. С тех пор, как они нас захватили, мы на самом деле не видели, как выглядят те, кто отдавал нам приказы. Мы действительно мало знаем о них. После того, как юноша все это сказал, он горько улыбнулся. Ничего. Я уже знаю, кто они. Они принадлежат к школе черного демона. Более того, причина, по которой они похищают людей, чтобы культивировать злые техники. Этого достаточно. Услышав это, Ханьли равнодушно улыбнулся. Старший Хань. Как насчет того, чтобы мы остались здесь и дождались подкрепления, прежде чем действовать? Спросила женщина, которую спасли последней. Когда остальные четверо услышали это, они также вопросительно посмотрели на Ханьли, желая узнать его ответ. Когда Ханьли услышал это, он холодно улыбнулся в своем сердце. Казалось, эти люди очень хотели прекратить какие-либо отношения со школой черного демона. Однако, какое могло быть подкрепление от 7 сект, когда сейчас они воевали с дьявольским Да? Даже если бы он запросил подкрепление, никто не пришел был. Но, к счастью, по возвращении он обратился с просьбой к Ли Хуаюню, который мог использовать свое влияние в секте, чтобы получить кое-какую помощь. 7 сект совершенно не волновал этот вопрос, однако его мастер не мог это проигнорировать. Для выполнения задачи, поставленной Ли Хуаюном перед Ханьли, он должен был оставаться в Юэцин. В противном случае, перед лицом такой большой проблемы, он тут же скрылся бы как можно дальше. Но в конце концов, Ханьли действительно не знал, сколько человек подкрепления придет. Он считал, что ему в помощь дадут только несколько низкоуровневых культиваторов. С этой мыслью Ханьли ответил с непринужденным выражением лица, и, естественно, об этом не может быть и речи. По крайней мере, мы должны четко разглядеть намерения другой стороны и их основные фигуры до прибытия подкреплений. Таким образом, мы сможем захватить их. Конечно, бесполезно просто сидеть и ждать с моря погоды в резиденции Цинь, но у нас нет другого выбора. Услышав слова Ханьли, пятерка с горы, Мэн тревожно переглянулись между собой. Темнокожий старик вдруг сказал: «Старший все верно говорит. В наших руках несколько простых подсказок, с их помощью мы не сможем схватить их хвост. Убежища, которых мы скрывались ранее, нам придется оставить. Нам больше некуда идти». Второй брат молча кивнул головой и согласился. «Будьте спокойны. Благодаря вашему описанию, я уже понял, что из себя представляют личности этих людей. Если мы сможем схватить их живыми, то поймем все, что связано с делами школы черного демона». Его слова поразили всех пятерых, но это для них был приятный сюрприз. Они почувствовали, что Ханьли стал еще более загадочным. «Хорошо. Поскольку у старшего есть план, мы будем подчиняться вашим приказам», пообещал старик с темным лицом. Когда Ханьли услышал это, он удовлетворенно кивнул головой. «Мы выдвигаемся сегодня вечером. Таким образом, наш враг не сможет быстро принять меры, и мы застигнем его врасплох», проговорил Ханьли, слегка прищурившись. «Сегодня вечером?» На лицах всех пятерых было удивление. Глава 303. Удивление. Хотя эти пятеро были очень удивлены решением Ханьли, они чувствовали, что его слова были разумными, и поэтому не стали возражать. Однако, когда женщина средних лет попросила Ханьли назвать личности тех двоих, Ханьли тактично отказался рассказывать об этом. Он лишь слегка улыбнулся и сказал, что все они узнают об этом, когда придет время. Естественно, никто больше не стал дальше интересоваться этим вопросом. Затем пришел Цинь-Пин и проводил их в приготовленные для них комнаты, в соответствии с приказом Цинь-Янь. Когда Ханьли увидел, что они уходят, в его глазах промелькнуло странное выражение, и он вдруг что-то пробормотал себе, но его никто не мог слышать. Ночью, после того, как все они поужинали, все пятеро собрались вместе в гостевом зале резиденции и начали свои приготовления в соответствии с инструкциями Ханьли. «Это странно. Я не могу вспомнить», произнес четвертый брат, ломая себе голову, пытаясь что-то вспомнить. «Четвертый брат. Ты о чем?» Самая младшая из них, пятая сестра, спросила это, таинственно улыбаясь. «Четвертый брат, ты всегда говорил, что старший Хань казался тебе знакомым, что ты где-то его уже раньше видел.
Однако ты так и не смог вспомнить, когда и где. Это звучит не очень убедительно. Неужели ты хочешь ухудшить отношения со старшим Ханли? В словах молодой женщины ясно была слышна насмешка. Да, ты права. В конце концов, внешность у этого старшего совсем обычная, так что ты вполне мог его с кем-то перепутать. Поддразнивал его второй брат, пробуя чай. Однако он совершенно не сводил взгляда с женщины средних лет. Глядя на нее, его глаза сияли от счастья. Тем не менее, третья сестра, женщина средних лет, заметив, что четвертый брат несколько растерян, и невольно скорчила лицо, заставляя его неудержимо засмеяться. От его обычного проницательного и задумчивого лица в тот момент не осталось и следа. ГМ. Я уверен, что где-то видел его раньше, но, похоже, это было давно, иначе бы я не забыл об этом, неохотно сказал юноша. Несколько лет назад. Четвертый брат, несколько лет назад мы усиленно культивировали в полном уединении. Как ты мог видеть старшего Ханли? Неужели ты встречался с ним, когда еще был в подгузниках? Продолжала насмехаться над юношей. Третья сестра, ты. Юноша сердито вскрикнул со смущенным выражением лица. Несколько лет назад четвертый брат непостоянно был в уединенном культивировании. Может быть, вы все забыли? Прежде чем мы встретились с пятой сестрой, мы участвовали в ассамблее бессмертных. После 3-месячного путешествия мы, к сожалению, вернулись ни с чем, но, к счастью, мы не получили серьезных травм. Темнолицый старик равнодушно его слова. Что? Вы все участвовали в ассамблее сильнейших бессмертных? Пятая сестра несколько раз удивленно моргнула. С другой стороны, ее второй брат и женщина средних лет переглянулись между собой. Нечего сказать. Тогда мы действительно поняли, что значит упасть с неба на дно колодца. Вздохнула женщина средних лет. Что? Четвертый брат, в то время ты сказал мне. Ах. Молодая женщина была с большим любопытством готова слушать, что собирался рассказать ее второй брат об ассамблее сильнейших бессмертных. На ее лице было удивление. Четвертый брат, что происходит? Остальные также видели, что выражение юноши было довольно странным, поэтому они с удивлением спросили об этом. Второй брат, ты помнишь тот день в ассамблее сильнейших бессмертных, когда старший брат и третья сестра отделились от нас? В то время я проголодался и отправился в ресторан в городе Цзяюань, чтобы перекусить, сказал юноша, не ответив на вопрос другой стороны, а внезапно упомянув о том дне. В результате худощавый мужчина почувствовал себя несколько странно. Конечно, я помню. Хотя я пытался прикрыть тебя, старший брат все равно разгневался. Проговорил второй брат в некотором замешательстве. Верно. В то время я обратил внимание на молодого культиватора, который, как я подозревал, хотел участвовать в ассамблее сильнейших бессмертных. Уровень его культивации был, кажется, на 7 или 8 уровне. Я тогда подумал, что он переоценивает себя, добавил юноша с горькой улыбкой. Это было слишком давно. Я не очень хорошо это помню. Почему ты об этом говорите? Нерешительно спросил второй брат. Он действительно не знал, почему четвертый брат внезапно заговорил об этом. Другие также не понимали, в чем дело. Молодой культиватор, которого я видел в этом году, это нынешний старший Хань. Сухо проговорил юноша, что привело всех в оцепенение. Что? Старший Хань тот самый низкоуровневый культиватор. Худощавый мужчина подскочил со стула от удивления. Что это значит? Объясни. Оправившись от изумления, темнокожий старик морщил лоб и спросил об этом. Вот так, старший брат. Худощавый мужчина объяснил подробнее, что произошло в том году. Когда другие услышали это, они почувствовали, что это было слишком немыслимо. Четвертый брат, ты говоришь, что старший Хань был тем самым низкоуровневым культиватором на 7 уровне стадии конденсации ЦИ. Сглотнув слюну, сказала молодая женщина. Вскоре после этого она поняла, что ее поведение было слишком невежливым, в результате она невольно покраснела. Поскольку другие были потрясены, никто из них не обратил внимания на это незначительное действие. Четвертый брат, ты уверен в своих словах? В конце концов, это произошло более 10 лет назад, и внешность старшего Хань совсем не обязательно должна соответствовать его возрасту. Нет, я абсолютно в этом уверен. Он ничуть не изменился. Помимо возраста, он выглядит точно так же. Сначала юноша был в шоке, но, обдумав все немного, стал абсолютно уверен в своих словах. Услышав, что этот юноша говорил все с большей уверенностью, другие тревожно переглянулись между собой. За 10 лет этот низкоуровневый культиватор смог стать культиватором стадии заложения фундамента. Все они тут же почувствовали зависть в своем сердце.
Но спустя какое-то время они решили, что нет смысла обсуждать это. Достаточно. Неважно, на самом ли деле тот низкоуровневый культиватор является нашим старшим хань, мы должны относиться к нему соответствующе. Нам совершенно не следует пытаться выяснить у него об этом, заявил старик. Я понимаю, юноша поколебался мгновение, но дал утвердительный ответ. В конце концов, у него стало обычное выражение лица. Хорошо. А теперь нам всем лучше вернуться в свои комнаты и продолжить культивацию. Переглянувшись между собой, они разошлись по своим комнатам. Примерно через час небо совершенно потемнело. Внезапно из боковой комнаты вышел человек. Этот человек осторожно закрыл дверь комнаты и огляделся по сторонам. Затем этот человек молча вышел из маленького двора. Этот человек воспользовался тьмой ночи, чтобы пробраться куда-то. Минутное колебание тут же исчезло в его глазах, вместо этого там появилась решительность. Этот человек с некоторой нервозностью вытащил маленькую коробку из-за пазухи и собирался ее открыть. Внезапно этот человек услышал чей-то вздох. В результате он чуть не выронил коробку от неожиданности. Это было потому, что голос звучал так же, как у Ханли. «Почему ты это делаешь?» Она услышала еще один знакомый голос почти одновременно. Он, казалось, был наполнен печалью. Затем этот человек ясно увидел, как несколько человек вышли из соседних комнат с яркими лунными камнями в руках. Под тусклым лунным светом можно было разглядеть недоверие на их лицах. «Почему ты это делаешь?» — спросил темнокожий мужчина с большим сожалением. «Что почему?» «Я только хочу проверить магический инструмент». Бледное выражение лица этого человека постепенно вернулось в норму. Она неожиданно сказала это так, как будто ничего не случилось. «Передай мне все, что у тебя в руках, и объясни, что это такое». Ханли спустился с неба и приказал ей со спокойным выражением лица. «Это неправильно. Почему я должна показывать постороннему свой магический инструмент? Я не должна». Правильно, четвертый брат. Эта подозрительная фигура была на самом деле молодой женщиной среди 5 друзей горы Мэн. В этот момент, хотя она изо всех сил старалась сохранять непринужденный вид, она крепко держала маленькую коробку, совершенно не желая отпускать ее. «Пятая сестра, отдай этот предмет старшему Хань», — приказал ледяным тоном темнокожий старик. Глава 304. Внутренние разногласия. «Старший брат, неужели ты сомневаешься во мне?» — проговорила пятая сестра с наигранной улыбкой. «Именно потому, что мы доверяем тебе, мы даем тебе шанс. Тебе всего лишь нужно показать, что у тебя в руках. Так что рассей наши сомнения», — холодно сказал старик. Услышав слова старика, выражение лица тут же изменилось, непрерывно меняясь между бледным и красным. Когда она посмотрела на остальных, она увидела, что все они жалостно смотрели на нее. Она не знала, что сказать. После минуты размышлений она приняла решение. Убрав маленькую коробку, она быстро достала синюю бусину, резко подняла ее над головой и сказала: «Не указывайте мне, что делать. Вы все знаете, что это за семя небесной молнии. Я только хочу покинуть это место». Действия женщины заставили мгновенно измениться выражение лица других людей с горы Мэн, особенно у того юноши, у которого было хорошее впечатление о нее. Он выглядел особенно подавленным. «Кажется, нам больше не нужно знать, что внутри этой коробки. Пятая сестра, ты уже показала на свои истинные намерения». Сурово проговорил старик и шагнул вперед, взмахнув рукой. «Не подходи, старший брат. В противном случае я буду вынуждена использовать ее на тебе». При виде намерений старика, пятая сестра запаниковала и, взмахнув рукой, поместила синюю бусину перед собой. При виде этого старик невольно вздрогнул и не осмелился приближаться к ней. В конце концов, он ясно понимал мощь семени небесной молнии. «Пятая сестра, ты действительно собираешься использовать семя небесной молнии против нас всех? Тебе дали этот магический инструмент потому, что у тебя очень низкий уровень культивации. Мы обменяли на него все наши заработанные духовные камни, чтобы дать тебе этот магический инструмент для самозащиты. Особенно четвертый брат, который отдал на это дело все свои сбережения. А теперь ты хочешь использовать его против нас. Разве это не слишком?» С большим разочарованием спросила женщина средних лет. Когда юноша услышал это, он зашевелил губами, но его настолько переполняли чувства, что он ничего не мог сказать. Когда пятая сестра услышала слова женщины средних лет, ей стало немного стыдно, но через мгновение эта стыдливость исчезла. Затем она неуверенно сказала: «Разве в этом есть какой-то смысл? Мы слишком разные.
первую очередь я хочу достигнуть стадии заложения фундамента. Люди из школы Черного демона сказали, что если я буду отлично служить им, они помогут мне в этом. Они используют мощные средства, чтобы я быстро смогла войти в стадию заложения фундамента. Кроме того, их метод не представляет собой никакой опасности. Когда высокий, худощавый мужчина услышал это, он нахмурился, но не сказал ни слова. Пятая сестра, еще не поздно изменить свое решение. Ты действительно веришь словам школы Черного демона? Они просто обманывают тебя. Искренне проговорил второй брат. ГМ. Второй брат, не нужно читать мне лекции. Я уже знаю всю правду. По правде говоря, я уже стала членом школы черных демонов, когда они впервые появились 2 года назад. В результате я уже осознала великие способности их мастера, которые вы, как посторонние, и представить себе не можете. Молодая женщина холодно фыркнула и сказала то, что повергло в шок остальных. Ты уже вошла в школу черного демона 2 года назад. Тогда, когда нас схватили. Юноша, который изначально молчал, внезапно задал вопрос. Его вопрос вызвал бурную реакцию у остальных. Они не могли поверить, что это на самом деле была их пятая сестра. Немного поколебавшись, она ответила: «Верно. Я сообщила школе черного демона о местонахождении каждого, но изначально у меня были хорошие намерения. Я только хотел дать каждому возможность войти в стадию заложения фундамента. Так часто бывает, что обычные пленники становятся жертвами крови, как почему вы до сих пор живы?» Молодая женщина почувствовала, что сейчас ей уже было нечего скрывать. Поэтому она рассказала всю правду. «Ха-ха, согласно твоим словам, мы все должны благодарить тебя». Старик с темной кожей взревел от гнева, притворяясь смеющимся. «Независимо от того, что вы думаете, у меня действительно не было злых намерений по отношению ко всем вам. Не заставляйте меня», говоря это, ее прекрасное лицо скривилось. Затем она подняла перед семя небесной молнии. В этот момент Ханьли внезапно слегка улыбнулся молодой девушке и сказал: «Семя небесной молнии — отличная вещь». Казалось, что его слова отставали от движения его тела. Вскоре после этого он исчез с того места, где только что стоял. «Ты?» Пятая сестра была очень сообразительной. Увидев это, она тут же щелкнула пальцами. Легким дуновением ветерка ее руку, в которой она держала семя небесной молнии, внезапно сжала. Ханьли, словно демон, оказался рядом с ней и схватил ее за запястье. «Этот предмет чрезвычайно опасен. Будет лучше, если я позабочусь о нем». Ханьли с силой выхватил семя небесной молнии у нее из рук и положил в свою сумку. Когда пятая сестра увидела, что Ханьли смотрел на инструмент, на который она надеялась больше всего, как на детскую игрушку, ее лицо стало смертельно бледным. Впервые в ее глазах появился страх. «Поскольку она ваша приемная сестра, я передаю ее вам. Но сначала пусть она расскажет все, что знает о школе черного демона. А дальше можете делать с ней все, что захотите. Однако не будьте слишком наивны, чтобы отпустить ее». Ханьли пристально взглянул на остальных с горы Мэна и холодно проговорил это. Вскоре после этого в его руке вспыхнул белый свет и окутал тело женщины со скоростью молнии. Теперь она не могла двигаться или использовать магическую силу. Затем, без капли сомнений, Ханьли забрал ее сумку и оттолкнул от себя эту женщину. «Большое спасибо, старший Хань». Темнолицый старик, естественно, знал, почему Ханьли сделал это. Это было искреннее проявление его добрых намерений по отношению к ним, поэтому он с благодарностью ответил. Ханьли только взмахнул рукой в ответ, и тут же появилось несколько полос желтого света. Он использовал их раньше, чтобы украдкой создать звукоизолирующий барьер. Покончив с этим, он снял его и исчез в ночи. «Старший брат, что мы будем делать?» Второй брат посмотрел на исчезающую фигуру Ханьли, на его лице была задумчивость, а затем спокойно спросил темнокожего старика. «Сначала мы вернем пятую сестру в комнату и свяжем ее. Мы поговорим с ней позже, после того, как закончим сегодняшнюю операцию», решительно ответил старик. «Все в порядке. По крайней мере, у нас есть время, чтобы остудить головы», одобрительно кивнул второй брат. Затем он повернулся к юноше, который держал молодую женщину, и сказал: «Четвертый брат, верни пятую сестру в ее комнату». Юноша кивнул в ответ и отнес ее в комнату. Глядя на несчастный вид юноши, который нес молодую женщину, он мог только горько вздохнуть. В этот момент женщина средних лет подошла к нему и сказала: «Четвертый брат, все будет в порядке». Он всегда был увлечен пятой сестрой. Но теперь женщина средних лет несколько раз покачала головой. Вздох. «Я думал, что они могли бы стать отличной парой, но теперь этого никогда не будет», внезапно проговорил старик.
Все, что сегодня произошло, сильно повлияло на старика. В результат этот человек с железной волей почувствовал себя несколько изможденным. Старшие члены пятерки с горы Мэн чувствовали себя очень огорченными. А четвертый брат пошел возвращать пятую сестру. Цвет лица старика сильно изменился, когда он вдруг что-то придумал. Да, здесь что-то не так. Неужели ты думаешь, что после того, как второй брат спросил об этом, его цвет лица тоже сильно изменился? Он с тревогой пришел к внезапному осознанию того, что... Без лишних слов они направились к комнате пятой сестры. Во дворе осталась только женщина средних лет с озадаченным выражением лица. В ее комнате сидел юноша с пустым выражением лица. Он, казалось, был в оцепенении. Перед ним стояли темноволосый старик и высокий худой мужчина. Там не было и следов молодой женщины. Второй брат, ограничение старшего все еще находится на теле пятой сестры. Поспеши и догони ее. Я пойду просить прощения у старшего Хань, чтобы он принял меры. Мы не можем позволить пятой сестре вернуться в школу черного демона. Если никто не придет ей на помощь, тогда убей ее, сказал старик. Я понимаю, старший брат. Второй брат сначала был ошеломлен, но он сразу же понял, что сейчас не время быть милосердным и снисходительным. Он кивнул головой в знак согласия и выбежал. Четвертый брат, ты эх. После того, как худощавый мужчина ушел, старик повернулся посмотреть на юношу и тяжело вздохнул. Однако он не нашел, что сказать, после того, как понял, его чувства стали преобладать над разумом. Старик просто направился искать Ханли. Это не важно. Если хочет бежать, пусть бежит. Поскольку второй брат Гуй не смог преследовать ее, тогда в этом нет необходимости. Вопреки ожиданиям старика, когда Ханли услышал, что молодая женщина бежала из резиденции Цинь, он не обнаружил ни малейшего беспокойства. Вместо этого он действовал так, как будто ее побег не имел никакого значения. Глава 305. Последняя попытка. Хотя старик и сомневался в словах Ханли, ему ничего не оставалось, кроме как вернуться первым. Вскоре после этого второй брат вернулся с пепельным лицом. Как и ожидалось, ему не удалось догнать пятую сестру. К счастью, Ханли заверил их, что им ни о чем беспокоиться и что это не разозлило его. В это время, в чрезвычайно отдаленном переулке Юйцин, стройная фигура направлялась к южному району. При слабом освещении лунного света можно было разглядеть пятую сестру. Она бежала, беспрестанно оглядывалась назад, как будто боялась, что кто-то вдруг появится за ней. Хотя магическая сила этой женщины в значительной степени была подавлена Ханли, ее божественная сущность как культиватора по-прежнему была при ней. Обнаружив, что за ней никто не гонится, она немного расслабилась. К счастью, когда юноша отпустила ее, он передал ей талисман маскировки. Это была единственная причина, по которой она смогла добраться до сюда. Вскоре после того, как пятая сестра сбежала, она увидела позади себя второго брата. К счастью, она быстро использовала талисман и успешно справилась с ситуацией. В это время второй брат не стал продолжать ее преследовать в другом направлении. Вместо этого он уже вернулся в резиденцию Цинь. Вот почему она осмелилась так свободно разгуливать по аллее. Место, куда она направлялась, было одной из секретных цитаделей школы черного демона в южном районе. Если она сможет сообщить о местонахождении Ханли своему мастеру, это определенно было считалось немалой заслугой. Таким образом, она сразу же бы приблизилась к мечте о вступлении в стадию заложения фундамента. В том году, когда она и несколько других учеников, которые только вошли в школу черного демона, эта женщина стала свидетелем того, как мастер школы, используя свои божественные техники, позволил ученику на стадии конденсации ЦИ прорваться в стадию заложения фундамента. В тот момент она вместе с другими учениками сразу же решили посвятить себя школе черного демона. Как только их достижения достигнут определенного уровня, они также смогут добиться милости мастера школы, чтобы как можно скорее достигнуть стадии заложения фундамента. Насколько она знала, большинство культиваторов имели те же намерения, что и ученики школы черного демона. Таким образом, она не считала, что поступила неправильно. В конце концов, ей не приходилось надеяться на свой природный талант. Если бы она хотела продвинуться еще на один слой или даже войти в стадию заложения фундамента, у нее не было другого выбора. Хотя она чувствовала сожаление по отношению к своим названным братьям и сестре, ей пришлось разорвать с ними все связи. Если бы их поймали, они бы пошли в расход или снова были вынуждены следовать их приказам. Это зависело бы только от воли мастера. Она не собиралась молить о пощаде от своего имени.
Теперь она собиралась жить только для себя и ради себя. Думая об этом, она начала мечтать о своем скорейшем достижении стадии заложения фундамента. Казалось, что ее шаги также ускорились. Хотя она все еще находилась на некотором расстоянии, она уже видела нужную ей улицу. Но как только она разволновалась и хотела ускорить шаги, она внезапно почувствовала, что, казалось, что-то мокрое вытекает из ее носа. Сбитая с толку, она вытерла его рукой, но то, что она увидела, заставило ее вздрогнуть. Ее 5 белоснежных пальцев были покрыты липкой, темно-красной жидкостью. Это. Пятая младшая сестра запаниковала и попыталась вытереть черную кровь под носом, но в это время кровь стала вытекать еще быстрее. В мгновение ока из ее глаз и ушей стала вытекать кровь. Молодая женщина почувствовала, что ее тело теряет силу. Ее ноги стали ватными, и она упала на землю. В это время у нее похолодело все тело. Она хотела позвать на помощь, но ее горло пересохло, и она не смогла издать ни звука. Затем ее божественная сущность стала медленно растворяться. Вскоре после этого она погрузилась в вечную тьму. Утром следующего дня прохожие были удивлены тому, откуда здесь появилась лужа черной крови. Им приходилось обходить ее, это вызвало немало недовольства. В тот момент, когда молодая женщина была убита, Ханли в своей комнате осматривал все свои магические инструменты и талисманы, которые у него были, готовясь к выходу. Проворно осмотрев их, Ханли взглянул на круглую луну за окном и внезапно сказал сам себе: «Должно быть, сейчас. Яд должен был активироваться». После этого Ханли тихонько вздохнул, затем вышел из комнаты. На самом деле, подозрения Ханли относительно пятой младшей сестры начались тогда, когда он осмотрел яд, которым были поражены все 5 горы Мэн. Хотя она также была отравлена, токсичность была намного меньше, чем у всех остальных. Даже если бы яд активировался, скорее всего, она бы выжила. С другой стороны, Ханли потратил столько усилий, чтобы избавить ее от проклятия крови. Это означало, что, когда молодая женщина получила проклятие крови, она еще не была предательницей. В противном случае враг не поставил бы такой глубокой отметки в ее божественной сущности. Сохраняя бдительность, Ханли умышленно поставил небольшое ограничение при удалении кровавого проклятия молодой женщины. Использование этого ограничения было очень простым. Оно приводило к тому, что остаточная лекарственная сила противоядия объединилась бы в единое целое в определенном участке тела. Таким образом, оно бы внезапно превратилось в обычный яд. Это было потому, что эти 2 бутылки таблеток содержали перманентные таблетки. Их можно было использовать и в качестве лекарства, и в качестве яда с помощью определенной техники. Они из того урожая, который Ханли собрал на поле битвы. Что касается других людей с горы Мэн, он подстроил так, чтобы они из первых рук увидели, что она была шпионом, прежде чем схватить ее, используя возможность коснуться нескольких пятен на ее теле с помощью духовной силы. Эти прикосновения, помимо возможности ограничить значительную часть ее магической силы, также активировали это скрытое ограничение. Если Ханли не дезактивирует его в течение некоторого времени, женщина бы умерла, как упоминалось ранее. Ханли немного сомневался в том, должен ли он убивать эту женщину из-за ее тесных взаимоотношений с остальными людьми с горы Мэн. Тем не менее, он определенно не мог позволить этой женщине распространить информацию о его отношениях с кланом Цинь. Активация ограничения в то время была только мерой предосторожности. Он не думал, что это действительно пригодится. Вот почему Ханли не паниковал, когда старик сообщил о побеге 5-й сестры. На самом деле, если бы эта женщина послушно осталась в резиденции Цинь в качестве заложника, Ханли бы дезактивировал бы ограничение. Но теперь, когда она сбежала, независимо от того, намеренно ли они ее отпустили, он не мог позволить ей передать отчет в школу черного демона. Кроме того, он поступил так, что только укрепило их отношения с 5 с горы Мэн. Когда он пришел на место встречи с остальными, хотя они и не были такими энергичными, как он, они спокойно ждали его прибытия. «Вперед!» — сказал Ханли, войдя в комнату. Под ночным небом резиденция принца Синь казалась похожей на гигантского зверя, который мог поглотить любых мелких воров, которые были нацелились на особняк. Но сегодня вечером Ханли и другие, используя технику маскировки, спокойно пробрались на ее территорию. В это время ночи, несмотря на волнение, вызванное исчезновением старого бессмертного, большинство людей в резиденции принца Синь давно спали, кроме нескольких охранников и часовых. Войдя во дворец, Ханли немедленно обнаружил одного из ночных охранников и использовал на нем технику контроля души, заставив его показать резиденции управляющего Ван и молодого принца, а затем вырубил его. Затем он сказал 4 людям за его спиной, среди них 2, у молодого принца уровень культивации ниже, поэтому сначала мы направимся к нему, а затем к управляющему.
Когда четверо с горы Мэн узнали, что прибыли в резиденцию принца Синь, они были потрясены тем, что двое приближенных к принцу принадлежали к школе черного демона. Никто из них не был удивлен словами Хань Ли, все только кивнули в знак одобрения. Хотя этот молодой принц был родственником королевской семьи, когда он стал культиватором, его статус основного ученика школы черного демона стал еще более под запретом. Затем все они молча приблизились к резиденции молодого принца, которая была в маленькой трехэтажной башне. Рядом было множество часовых. Опасаясь того, что они столкнутся с трудностями, если начнется сражение, четверка с горы Мэн пошла вперед и врубила часовых, прежде чем Хань Ли сделал ход. Наблюдая за их действиями, он решил, что неплохо иметь подчиненных, поскольку они вырубили часовых, а молодой принц жил на третьем этаже. Хань Ли не позволил им подняться наверх. Вместо этого он оставил их внизу, чтобы они следили за происходящим. Таким образом, если молодой принц оказался слишком скользким и смог бы вырваться из схватки Хань Ли, они могли бы задержать этого человека и дать Хань Ли еще некоторое время. Конечно, Хань Ли также боялся, что тот сможет предупредить управляющего Вана, так что он не собирался жалеть своей магической силы. Он тут же создал большой звукоизолирующий барьер в диаметре больше 100 футов. Затем Хань Ли осторожно взлетел на третий этаж и мгновенно вошел в башню. Четверо друзей горы Мэн пристально наблюдали за этой башней, не смея даже моргать. Вскоре после этого из-за башни вспыхнула тень человека. Когда эти люди обнаружили, что это был Хань Ли, они тут же расслабились, но в то же время они поняли, что что-то было не так. Неужели этот старший Хань Ли закончил так быстро? Но почему они даже не видели молодого принца? Хань Ли спустился с башни, его лицо было мрачным. Четверо тут же столпились вокруг него, он сказал, нахмурив брови, внутри никого не было. Только иллюзорная техника. Похоже, что его уже предупредили. Его слова заставляли их переглянуться между собой, не зная, что делать в течение некоторого времени.